Доброе сентябрьское утро, мои дорогие. Так, сейчас уже 9 утра, мы только встали. Видите, какая погода в Турции в сентябре. Для отеля идеально. На самом деле вообще не жарко, вот сейчас даже так немножечко свежо. Знаете, такое утро свежее. Но это напоминает Эгейское побережье. Поэтому, конечно, в Алании, в Анталии намного жарче. Сейчас я вам точно даже скажу, сколько градусов. Ну вот сейчас показывает телефон, что 25 градусов. Вообще прекрасно. Сейчас пойдем сначала лежаки занимать, потом завтракать. Сначала нам надо взять здесь полотенце. Кстати, полотенце здесь только один раз в день выдают, записывают именно номер комнаты. Обычно в отелях можно в течение дня менять, но тут только один раз можно взять полотенце. Сейчас будем искать место. Мы сейчас посмотрим, остались ли места у бассейна еще нормальные. Ну, конечно, вряд ли, потому что уже 9:30 где-то. Нам еще такие места нужны, чтобы в тени были. Сейчас будем искать. Ну, понятно, люди встают, знаете, занимают лежаки. В 7 утра, 8 утра. Видите, вот так. А приходят потом уже после завтрака. А то... Да, мы еще не ели. Вот то и к обеду. Вообще ничего нет, мне кажется. Вчера это больше было. Сейчас посмотрим. Так, мы нашли место. С трудом. Ну и то возле туалета, видите. Зонтиков нету вообще. С нами поделились. Вот впереди семья сидит. По доброте душевной тоже турки поделились. Ну, очереди на завтрак, наверное, нету. Поэтому нету очереди. Сейчас посмотрим, что наш кормят. Так, ну это салатики, как обычно. Пойдем вон туда в горячее пошли. Блинчики, а это омлет, наверное, помидорки, картошечка, еще омлет, яйца. Что ты будешь? Нету этого. Шакшука. А должно быть. Хочешь пюрек, пока не забрали? Давай поищем. Вот Другой, вот тут должно где-то быть. Нету здесь хлебушек. Такой у меня сегодня завтрак. Вообще не хочу много есть, я вчера очень сильно переела. У Мируньки, что это на завтрак у тебя сегодня? Хлопья? Ты спишь еще на ходу? Хлопья, вот она выбрала. Кофеек. Мужа хлеб с сыром. Афетос у нас. Зашли в номер переодеться. Вообще сегодня так не выспалась. У нас соседи сверху буянили. Просто там как будто, наверное, один ребенок. Нет, может... знаешь, что это было? Я поняла с утра. Что? Короче, я вечером, не знаю, наверное, часов 12, они как начали там. Такое впечатление, что шары для боулинга катали, роняли, вот так вот, да? Такое впечатление. Но потом я с утра поняла, потому что с утра я услышала звук, это кто-то на каблуках там прыгал и танцевал. Представляете? Потому что утром, где-то часов в 7 утра, эти же каблуки цок-цок-цок-цок потопали. Представляешь? Кто там, наверное, повеселился хорошо вечером. Так, все, мы пошли к бассейну. Кстати, вот это вид у нас на дачки такие, да, это не отель, это сите, закрытого типа такой комплекс дачный. Ну, я смотрю, что тут немногие есть. У них есть свой пляж и свои лежаки там. То есть прям написано, что лежаки принадлежат этому сите. Видите, вот, например, у кого там столики стоят. Там тоже. Но видно, что люди уже не здесь, уже уехали, наверное, летний сезон закрыли. Ну, неплохо было бы, да, такую дачу иметь. Трехэтажный домик с видом на море или там близко к морю. Очень красиво было бы, конечно, очень классно. Но, увы, я представляю, сколько это стоит. Мира сразу же хочет в бассейн. Причем у нее в этом году прикол. Она без меня не хочет плавать. Просит, чтобы я с ней зашла. Я не люблю, знаете, вот так с утра. Напишите, как вы любите, так сразу после завтрака прям в бассейн. Я вот, например, не люблю. Я полежать на шезлонге люблю с утра. Поэтому так за ней слежу. Она там сама купается. Кстати, научилась плавать уже так хорошо.
с нарукавниками уже не хочет плавать. Тут удобный бассейн для детей. Вот ей 10 лет, и как раз вот она стоит на носочках в этом бассейне, поэтому супер. Да, и нырять вообще бесконечно просто. Любит нырять. Ну, пока она там плавает, я полежу пока. Мне еще даже, кстати, вода холодная с утра, такая водичка. Ну, наверное, за счет того, что все-таки в сентябре, да, мы приехали. Водичка такая еще свежая с утра. Пока солнце вот тут только сейчас начало прогревать воду, потом уже вода прогревается и становится очень теплая. Особенно на контрасте с морем, потому что море прохладное, и потом после моря, когда приходишь и сразу в бассейн ныряешь, что в бассейне вода просто кажется горячей. Но пока утро, я еще подожду немножко и потом тоже нырну. Ой, ну что, началась анимация. Знаете, как там говорят, там вода хорошие, конкурсы интересные. Ну, конечно, наверное, такие анимационные программы рассчитаны на то, чтобы людей повеселить. В общем, задача мужчин проплыть, запрыгнуть на вот этот вот борт и потом... О, молодец, мужчина. О, почти забил. В общем, проплыть на нем как можно дальше и забить гол в круг спасательный. Но это, конечно, очень сложно. Понятно, что почти никто не справляется. Ой. Да. Ну, может, кто-то все-таки забьет. О, нет. Все почему-то даже проплыть не могут. Ну, конечно, это очень сложно, я представляю. Я бы точно не справилась. Еще и так далеко этот круг поставили. Могли бы как-то поближе, чтобы полегче было там мужчинам. Но, увы. Ну, молодцы такие смелые. Мой муж не захотел участвовать, хотя я его тоже отправляла. Он в прошлом году участвовал, в этом году не захотел. О, девушка. Девушка согласилась. О, почти, кстати, близко попала. Мы решили сходить к морю, посмотреть, как там сегодня на пляже. И, может быть, и покупаемся. Мы пришли на море посмотреть. Посмотрим, какое. Ага, что это тут лужа какая-то. Очень холодно. Сейчас посмотрим. Ира говорит, холодно. Угу. Песочек теплый. Хороший. Ну да, холодненькая водичка. Вот вам Турция в сентябре. Море, конечно, Эгейское. Прохладное. Средиземное еще теплое. А Эгейское. Очень свеженько. Ну что, ты будешь купаться? Ну, наверное. Мам, нет, не купайся. Окунусь. Окунусь. Нет, Не хочешь? Я пошел смотреть, есть ли рыбки. Должны быть рыбки. Сказал, рыбки есть, но я не взяла маску из номера, поэтому после обеда уже будем купаться. Горки открылись, и мы сразу сюда решили кататься. Сейчас Мира скатится, и потом я за ней. Вот эта горка, по-моему, самая медленная. Ну, по крайней мере, из того, что я помню. Тут 3 горки, и они работают очень долго в течение дня, 2 раза по несколько часов. Так, все, моя очередь. Так, мы сегодня наплавались. Да. Наплавались в бассейне. Модно. На море чуть-чуть, ну, мы с Мирой особо не плавали сейчас после обеда. Хочу взять маску, там рыбки. Мой муженек идет тоже. Мы сейчас решили... Вообще хотели сегодня не обедать, но решили типа что-то сладкое поесть. Ну, потому что у бассейна есть там и картошка, и в итоге мы перекусили. Вообще сегодня очень жарко, жарче, чем вчера, и 35 градусов. Но все равно не такая парилка, как обычно. Там в июле, в августе. Поэтому сентябрь хороший месяц для отдыха. Мы здесь зашли в номер. Я зашла, знаете, зачем? За маской. У меня есть такая маска. Я хочу покупаться в море и рыбок посмотреть с этой маской. И, возможно, поснимаю. У меня есть вот чехол на телефон. Вот они проницаемые. Возьму с собой его еще. Или GoPro у нас еще есть. Поснимаю вам рыбок. Ветерок поднялся что-то. Но все равно очень-очень жарко. Много людей стало. Да, много людей, потому что все пришли с обеда. Пошли так, Дай.
Поэтому много людей. Все на обед, когда ходили, так хорошо было. Видите, нападало от ветра. Сосен. Ой, какой ветер, сейчас сезончики улетают. Сейчас. Я их вроде накрыла полотенцем. Мы пришли на заплыв с маской. Подготовились. Уже холодная, не холодная вода, уже придется в общем, плавать. Подготовились мы тем, что муж набрал хлеба, видите, в пакет. И сейчас мы будем рыбок кормить, потому что, конечно, их надо подкармливать, чтобы они поближе подплывали. И, надеюсь, вам сниму красивые кадры. Мы решили прямо очень далеко в этот раз не заплывать, потому что рыбки есть почти у самого берега. Вы смотрите, какие классные. Мы кинули им хлебушек, и они сразу набежали. Хотела сказать, но на самом деле наплыли. И вот так уже дают сигнал своим собратьям, и все больше и больше рыбок приплывают. Посмотрите, какая красота. За что люблю именно вот это побережье Эгейское, за то, что здесь, именно конкретно в этом районе, в поселке Özdere, море с рыбками. Даже не стоит куда-то глубоко заплывать, достаточно зайти где-то, ну, чуть больше, чем по пояс, и рыбки уже тут как тут. Посмотрите, какие классные, да, и совсем не маленькие. В прошлом году мы были в соседнем отеле, 5 звезд, наш отель 4 звезды, напоминаю, и там тоже, в принципе, такое же побережье, да, смотрите, сколько рыбок наплыло, кинули им большой кусочек хлебушка, и там прямо огромные рыбки были, вот даже когда зайти по пояс. Здесь, конечно, рыбки поменьше. Я обожаю плавать с вот этой маской. Это, насколько я знаю, называется снорклинг, когда плаваешь с рыбками вот так вот и смотришь, так сказать, на подводный мир. И я очень рада, что мы когда-то, я не знаю, даже много лет назад купили просто случайно эту маску в супермаркете, даже без какой-то да, цели конкретной. Но в прошлом году я ее очень оценила, я просто не вылазила из моря из-за этих рыбок. Это очень кайфово. Плавать вот так с рыбками, просто когда они буквально едят с твоей руки, а в прошлом году именно так и было. Муж их кормил, и они буквально из рук выхватывали хлебушек. Я очень рада, что мне удалось заснять вот такие вот кадры, красивые рыбки прямо проплывают. И заметьте, сколько рыбок плавает сзади моего мужа. Мы это увидели только на видео. Они буквально вот так круги наматывают вокруг нас, потому что поняли, что мы кормим их хлебушком. И вот боятся, видимо, некоторые подплывать очень близко, и поэтому вот так кругами вокруг нас плавают. Смотрите, сколько их просто набежало. Вообще класс. Это очень круто. Я знаю, что некоторые боятся вот этих рыбок, да, ну, может, что они кусаются там или что-то. Ну, конкретно вот эти нас не трогали, но знаю, что в Средиземном море, в Эгейском море есть маленькие такие рыбки, совсем малюсенькие, их даже трудно заметить, и они иногда так пощипывают кожу. Они, я насколько знаю, они едят мертвую кожу, омертвевшие слои кожи. И, кстати, даже эта процедура в некоторых отелях там или в магазинах Турции в туристических платная. То есть стоят такие бассейны с маленькими рыбками, опускаете туда ноги, и они как бы считаются, что чистят вам пятки. Ну, когда-то давно мы пробовали это, на самом деле они просто так щекочут, ну, ничего особо не чистят. Ну, я знаю, что у туристов это популярная такая процедура, ну, можно сказать, аттракцион. Ну, вот так плавать совсем не страшно, поверьте, это очень классно. С этой маской вообще вот, ну, просто вы дышите через трубку сверху. Конечно, глубоко погружаться, как при дайвинге, с ней не получится, но когда есть вот такие вот смелые рыбки, этого достаточно, и даже не нужно никуда глубоко погружаться. Кстати, муж мой хочет попробовать дайвинг. Платная тоже для туристов услуга. Погружение, как бы, ну, там не глубоко прямо, ну, может, метров на 4, может, 5, и с маской именно с аквалангом. Как же мы классно поплавали. Я очень рада, что рыбки не испугались. Так, здесь уже очередь за едой, наверное, картошка фри и хот-доги. Сейчас тоже будем занимать очередь. Началась водная гимнастика, но мы в этот раз пас. Мы так классно в море наплавались, немножко устали. Конечно, это очень увлекательно, но и утомительно. Сейчас вот перекусили картошкой фри, хот-догами, вообще уже в сон как бы клонит, поэтому, честно говоря, не до вот какого-то такого спорта. Ну, смотрите, видите, люди, туристы участвуют с удовольствием. Но мы вчера с Мирой поучаствовали, потанцевали, попрыгали, размялись. На сегодня уже нам хватит. Я хочу сейчас немножко на лежаке отдохнуть, полежать. Ну, понятно, что я не смогу не спать, ничего, мне надо за Мирой следить, да, она из бассейна не вылазит. Вот, а потом, наверное, пойдем еще раз на горки и поплаваем в бассейне. Думаю, что так будем. А теперь детская анимация. В общем, здесь такой конкурс, я не знаю, как это назвать, эту штуку. В общем, такой провод натянутый. И
через него, да, такой крючок как бы, и нужно вот провести этим крючком, не дотрагиваясь до этого провода. Там что-то как-то соединено, что при том, если, да, ребенок дотронется, в общем, этим проводом, крючком до провода, точнее, то эта вся система издает какой-то звук. Короче, в общем, это электронная штука. Ну, такая своеобразная, конечно, анимация, но дети, смотрите, в очередь выстроились, прям молодцы. Мира молодец, кстати, почти никто до сюда не доходил. Только, по-моему, один мальчик до нее, умничка. Давай, давай, давай до конца, до конца, до конца, доходи до конца. Ах, совсем чуть-чуть осталось, ну, все равно молодец. У нас второй заход по горкам. В этот раз хотим с Мирой вдвоем скатиться. Ну, просто увидели, что так многие делают, тоже решили. Мы пришли на ужин. Очереди сегодня почти нет, на удивление, но все равно немножко еще была. Так, сейчас смотрим, что горячее. Вот какое-то мясо. А, это на такой подложке. Алина называется. Вкусно возьмем. Так, здесь тушеные овощи, тоже с мясом, морковка. И там что-то делают еще. Мира себе пока что только рис из этого всего выбрала. Ну, как обычно. А, там соус, наверное, для макарон делают. Да, сегодня вот макароны с соусом и дюнер. Куриный, я так думаю, дюнер. Тоже возьмем сейчас себе. Ну и сладости, как обычно, здесь очень много турецких сладостей в сиропе, вот таких красивых. В основном мы их берем. Пудинги различные. Если честно, я их не очень люблю. Там что-то убирают, кто-то что-то разбил или рассыпал. И вот такие турецкие тортики разноцветные. Сейчас фиолетовый этот возьму. Оранжевый, наверное, с апельсином. Зеленый не знаю с чем. Вот так. А там, как обычно, пиде делают. Тут, оказывается, еще на улице те же самые горячие блюда выставлены. Вот, видите, поэтому и очереди внутри не очень большие. Здесь дюнер и еще какую-то сладость делают. Ну и, конечно, вот гёзлеме. Я думаю, это во всех турецких отелях. Сейчас Мира берет себе сладости. Так интересно, что сладость эту делают, обжаривая тесто во фритюре в большом количестве масла, а потом сахаром делают. Вот дюнер уже почти закончился. И вот такие вот горячие блюда, те же самые, которые там и внутри. Ну, сейчас еще, наверное, гёзлеме возьмем, потому что это вкусно. Вот так сладость выглядит, интересно. Вот девушки делают прям при нас, и потом можно с пылу, с жару. Вот там такой сковороде специальный делают. С пылу, с жару можно взять. А здесь вот мы сначала подумали, что это чи köfte, но это mercimek köftesi из чечевицы красной котлетки. Так, ну здесь салаты, закуски, в общем, все как обычно. Салатов, как я уже говорила, здесь много и разных. И здесь фрукты, яблоки, вот это не знаю, что виноград. Так, сейчас еще с вами посмотрим, что здесь еще есть. Ага, соленья, закусочки. Ну, я обычно такое не беру, не знаю, что не хочется. И, ну, это, как я говорю, что осталось с завтрака. Яйца какие-то, здесь закуски из баклажан, и из кабачков. Вот такие вот еще фаршированные, сыры всякие. В общем, вот здесь вот уже пошли такие закуски. Майонезные, не майонезные, в общем, вот так. Ну, такое тоже не очень люблю. И вот такая у меня сегодня тарелка. Я в основном по мясу, дюнер. И набрали мы сегодня много-много всего. Вот такой у нас большой стол. Дают такие фрукты. Вот напишите, кто знает, что это. Я, например, не знала, спросила у чата GPT. Оказывается, это смесь яблока и груши. Называется наши, наверное, или наши, не знаю точно. Вот мы попробовали. Очень вкусная, очень сочная. Она на вид такая, как будто не спелая и твердая, но она очень мягкая, на самом деле сочная. Вкусная штучка. Первый раз в жизни попробовали. После ужина мы решили прогуляться до моря. Взяли коктейльчики и хотим посмотреть закат. Надеюсь, мы успеем как раз на закат. Море.
Сейчас как раз тихо, никого нет, потому что все еще ужинают. А мы сегодня рано поужинали, почти к открытию пришли и успеем насладиться как раз закатным солнышком. Вот такое у нас здесь красивое. Закаты, конечно, здесь просто обалденные. Мы пришли с ужина посмотреть на закат, как раз успели. Сейчас солнышко будет садиться, красиво так здесь, конечно. Все обалдеть. The horizon pulls me closer, a whisper in the wind. The map is blank before me. Where do I begin? The fear of what's uncertain. The unknown feels like home. With every step I'm finding a place I've never known. Let's go where no one has ever been. A world unseen beneath our skin. Through endless skies, we'll break the chain. Uncharted lands will make them. Пофотались на закате. Очень красивая здесь такая аллейка. Закат там. Солнышко как раз прямо. Мы попали, когда оно заходило. Сейчас думаем вот поехать куда-то в центр Уздере. Здесь находится этот отель, поселочек Уздере. Это возле Кушадасы. И поедем, посмотрим, что там. Ну, там типа кафешки есть такое. Может, там что-то интересненькое будет. Видите, какие пальмы огромные. Так, ну что, мы приехали в этот городок небольшой. Поселочек, точнее, здесь такая набережная, но, честно говоря, мы уже поняли, что здесь особо делать нечего, потому что, во-первых, очень мало как-то мест, да, где можно там посидеть. Мы думали, там, может, в какую-то кафешку на набережной посидеть, да, присесть. Но особо здесь ничего нет. Так, скажем, атмосфера больше скучная, чем веселая. Посмотрите, какое, например, красивое кафе. Очень сделано в таком красивом стиле, я так понимаю, это пиццерия, но совершенно там никого нет. И так, в принципе, во всех кафешках тихо, спокойно, поэтому сейчас мы просто вернемся в отель. Мы приехали домой, в отель, и решили снова скрасить вечер игрой в такое турецкое домино, да, окей, это называется. Мира мне помогает сейчас, она то со мной, то с папой сидит, вот мы сейчас вчетвером играем. Я, муж, сестра мужа и племянник мужа. Очень, кстати, классная игра, даже Мира уже научилась играть. Она есть и онлайн, можно скачать приложение на телефон, называется «Окей». И там научиться играть. Прикольная игра. В принципе, каждый вечер вот так играем. И весело. Здесь мы поставили камеру и снимали видео такое семейное на фоне закатного солнышка вечером. И произошла такая ситуация, мужчина подошел и начал просить нас их сфотографировать их семью. Мы объясняли, что у нас стоит камера, и мы снимаем видео, но он посмотрел на камеру и ничего не понял. В общем, ушел. Смешная такая ситуация получилась. Ну, мы просто пытались сказать, что он портит нам кадр, но мне кажется, он не понял этого. Вот так прошел наш день сегодня в отеле, а завтра я буду обязательно снимать для вас новый влог. И мы увидимся с вами уже в следующем видео. Всем спасибо за ваши лайки и комментарии. Всем пока-пока.